Всем привет! Когда стоит вопрос, какие по-настоящему беспроводные, еще называют True Wireless Bluetooth наушники, стоит купить, то, как мне кажется, есть всего два варианта. Если у вас ограниченный бюджет, то это определенно либо Xiaomi, либо Redmi AirDots. Но если бюджет позволяет, то это очевидно Apple AirPods. Конечно, будут люди, которые вместо Xiaomi-Meizu выберут QCI, а вместо AirPods выберут Samsung Galaxy Buds или Sony. Чего-то там у японцев всегда была проблема с неймингом. В общем-то, это нормально. Но по-настоящему массовыми True Wireless ушами стали именно AirDots и AirPods. Тем не менее, лично я еще не встречал наушников, которые стояли бы где-то посередине, то есть что-то типа OnePlus, но в мире наушников, то есть качество и функционал были бы просто на высоте, но и стоили бы не так дорого, как те же самые флагманские AirPods. Потому что делается все либо крайне бюджетно и экономится на многих вещах, либо это очень дорого-богато, что не каждый может себе позволить. Поэтому встречайте. Pamu Slide. Я уверен, что подавляющее большинство зрителей никогда даже и не слышали об этом бренде Pamu и что за наушники они делают. А наушники на самом деле офигительные, с уникальными фишками, которые лично я нигде до этого не встречал, и все это за адекватные деньги. Но давайте обо всем по порядку. Итак, Pamu это достаточно известный бренд на Западе, но в России наушники от Pamu продаются в крайне узкоспециализированных магазинах, поэтому вы о них никогда и не слышали. Конкретно Pamu Slide это новая модель от Pamu, и как они их сами называют, это AirPods Killer, опять-таки есть небольшая схожесть с OnePlus. В Pamu Slide реализована самая правильная система жестами, которая только может быть в True Wireless наушниках. Управление сенсорное, и чтобы исполнить какое-то действие, нужно нажать на верхнюю часть наушника. Смотрите, если нажать один раз на правый наушник, то это активирует проигрывание или паузу. Если нажать два раза, то это перелистывает на следующий трек, а если зажать палец, то это увеличивает громкость проигрывания. А теперь переходим к левому наушнику. Одиночное касание также активирует проигрывание или паузу. Если зажать палец, то громкость воспроизведения наоборот уменьшится, а если же нажать два раза, то это активирует Google Assistant на Android или Siri на iPhone. Это реально очень удобно. Если бы еще была функция паузы, когда ты снимаешь один из наушников, то это вообще была бы бомба. Тем не менее, за все время их использования я практически не доставал телефон на улице, потому что управление музыкой спокойно осуществляется через жесты. А если же мне нужно кому-то позвонить, то я через двойной тап вызываю Google Assistant и говорю: позвони такому-то человеку. И все. Более сложные команды из-за шума на улице, правда, может не распознать, но с простыми справляется абсолютно легко. И раз уже заговорили про разговор через наушники, то давайте протестируем работу микрофона. Не так, как было обещано. Браузер Microsoft Edge на базе Chromium научился открывать страницы в Internet Explorer. И следующий гибкий смартфон Samsung будет иметь новый форм-фактор. Nokia 1 сегодня получил Android 9 Pie. Пока производителю обновлять больше нечего. И первое живое фото Xiaomi CC9 оказалось фейком. В России стартовали продажи дешевых ноутбуков Lenovo для работы и игр. Xiaomi Mi CC9 получит продвинутую 32-мегапиксельную фронтальную камеру. В общем, вы сами все слышали, качество микрофона на достаточно среднем уровне, и до AirPods они явно не дотягивают. И вы могли заметить, что при разговоре через Pamu Slide происходили какие-то помехи. На самом деле заметил, что когда находишься в местах с большой радиоактивностью, то начинает барахлить микрофон. Но когда разговаривал с собеседниками на улице, то они не жаловались на посторонние шумы. Однако заметил такую штуку, что когда подходишь к метро и, видимо, в тех местах, где происходит глушка связи, либо что-то типа того, то начинается рассинхрон при воспроизведении музыки. Но как только ты выходишь из этих мест, то снова все становится хорошо. И это точно не рандом, потому что такое происходит каждый день, когда я иду на работу и обратно, и именно в местах, где метро. Видимо, Pamu Slide достаточно чувствительны к радиоактивностям или что-то типа того. Что касается внешнего вида и габаритов самих наушников и кейса для их зарядки. Если смотреть на наушники в отдельности, то они кажутся немного крупными, особенно та часть, где располагается вся начинка. Тем не менее, когда ты вставляешь их в уши, то они выглядят миниатюрно, по крайней мере визуально, не намного больше тех же AirPods. Вообще, Pamu продвигает эти наушники через спортсменов NBA, как бы позиционируя их исключительно для спортсменов и мужчин. Но и на девушках они смотрятся достаточно хорошо. По крайней мере, моя жена сказала, что сидят они на ней удобно, и внешне выглядят они неплохо. У наушников есть 3 пары сменных амбушюр под разные размеры ушей. И можете заметить прорезиненную часть. Pamu Slide защищены от брызг и пыли по стандарту IPX6. Конечно, в душе их не стоит использовать, но небольшой дождик им не навредит.
А теперь посмотрим на кейс. Он просто огромный. Подумайте вы, и я с вами непременно соглашусь. В сравнении с миниатюрным кейсом у AirPods, этот просто какой-то гигант. В карман джинс его точно просто так не засунуть. Обязательно нужно будет убирать в карман куртки или в сумку. Но если кейс большой, то это все-таки не просто так, потому что в нем стоит батарея на 2000 мАч. И это очень много. Я использую эти наушники уже больше 2 недель, и за все это время кейс разрядился всего на 25%, если верить фонарикам, которые отображаются на нем. Как заверяет Паму, один заряд этих наушников выдерживает до 10 часов прослушивания музыки. Не знаю, верить этому или нет, но чисто физически я еще не смог ни разу разрядить их ниже 75% вот за одно прослушивание. Так вот, в сумме батарея наушников плюс кейса дает суммарно 60 часов прослушивания музыки. В моем сценарии, а я их использую примерно 2 часа в день, пока еду на работу и обратно, это получается 30 дней без подзарядки. Как я уже сказал, за 2 недели я еще ни разу не заряжал кейс, и поэтому я верю этой цифре. Но если есть огромная батарея в кейсе, то ее же можно как-то использовать на благо телефона. Подумали в Паму и прикрепили сюда еще и беспроводную зарядку. Короче, это еще и Powerbank. Нужно нажать 2 раза на кнопку на кейсе, поставить телефон на нижнюю часть, и он будет заряжаться. Естественно, если телефон поддерживает беспроводную зарядку. Поэтому в плане автономности и беспроводной зарядки для смартфонов у этих наушников просто нет конкурентов. А заряжается сам кейс, кстати, по Type-C. С каждым днем мы все дальше и дальше уходим в множество стандартов, и даже в iPhone скоро будет Type-C, что безусловно хорошо. Итак, про управление поговорили, про габариты рассказал, про автономность также не забыли. Точно, нужно же еще рассказать про само прослушивание музыки и что тут вообще по качеству сигнала и его стабильности. Начнем с того, что, естественно, они не выпадают из ушей, все-таки даже в рекламной кампании участвуют баскетболисты, а они-то точно бегают быстро и держаться уши должны крепко. Но есть один нюанс, как и со всеми вакуумными наушниками, их нужно немножко вот так вот закрутить в ушную раковину, и тогда они будут держаться крепко. Здесь не получится, как с теми же AirPods, где ты берешь вот так вот, засовываешь их в уши, и все, они держатся. Естественно, с этими также можно сделать, но и держаться они тогда будут не так крепко, если их не вот чуть-чуть вот так прикрутить. Когда достаешь наушники из кейса, то они практически мгновенно соединяются со смартфоном, прям 10 из 10 это порадовало. Из начинки тут Bluetooth 5.0 и отдельный чип Qualcomm QCC3020, который как раз таки и отвечает за качество и стабильность соединения. И вот стабильность соединения реально хорошая. За все 2 недели я ни разу не встречал каких-то перебоев на пустом месте, разве что кроме тех аномальных случаев с метро, которых я упоминал. Также нет рассинхрона с видео, поэтому в этом плане все просто отлично. В общем и целом качество звука мне понравилось. Давайте будем честными, в 2019 году даже у самых дешманских наушников будет неплохое качество звучания. Меломаны, конечно же, поспорят, но для обычных людей, как я, качество звука вообще за глаза. Басы есть, звук чистый, поддерживается aptX от Qualcomm и ACC для iPhone. Что еще нужно? И вы заметили, что я больше уделил внимание как раз таки разным фишкам, удобству использования и тому подобное, потому что именно в этих моментах сейчас соревнуются наушники подобного формата, а качество звука везде хорошее плюс-минус. Что меня прям очень сильно порадовало, так это то, что даже несмотря на тип вакуумных наушников, я все равно слышу, что происходит вокруг, даже когда у меня играет музыка. Конечно же, не так хорошо, как в AirPods, но все равно слышу. В Redmi AirDots, например, просто сплошной вакуум. Я сейчас даже надену один наушник, и я уже слышу свой внутренний голос, как будто бы я закрыл уши руками. И я понимаю, что многим людям, наоборот, нравится погружаться в музыку, когда ничего не слышно. Но я всегда буду повторять, что безопасность на первом месте. Всегда нужно понимать, что происходит вокруг. Едешь ты в метро или просто идешь на улице, нужно всегда быть начеку. По поводу расцветки и где эти наушники можно заказать. Всего доступно 3 цвета, это черный, как у меня, зеленый и белый вариант. А заказать их можно на краудфандинговой площадке Indiegogo. С начала кампании было собрано более 25 тысяч заказов. Есть варианты как с беспроводной зарядкой, так и без нее. Первые стоят $69, а вторые $49, или 4400 и 3100 рублей. Но эти цены действительно только вот до этого числа, так что если наушники вам понравились и вы еще укладываете сроки, то торопитесь. Естественно, ссылочку на Паму слайд в Indiegogo я оставлю где? В описании под видео. Я бы рекомендовал эти наушники в первую очередь людям, которые часто путешествуют или работают командировками и у них нет времени или возможности относительно часто заряжать кейс.
А с Palmos Lite об этом можно забыть и вообще не париться. Лично я все жду, когда мне их нужно будет зарядить, реально интересно. В остальном это очень хорошие наушники, жесты лично меня прям крайне порадовали, особенно после Redmi AirDots, это прям какое-то вот чудо, не нужно доставать телефон из кармана для управления музыкой. С микрофоном, конечно, есть косяк, особенно в помещении, потому что прям какие-то очень странные шумы, не знаю, может быть у меня снова попался брак, потому что в Redmi AirDots у меня брак на левом наушнике, в Pixel 2 недавно вот отвалилась камера, в общем какой-то вот я везунчик в этом плане. Если у вас остались какие-то вопросы после обзора, то не стесняйтесь задавать их в комментариях, я постараюсь обязательно на все ответить. Ну а также можете посмотреть вот это вот видео, например. Ну как обычно, увидимся в следующем видео. Желаю всем большущей удачи. Всем пока.